Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал про инвестиции. В сегодняшнем ролике поговорим о компании Костко, разберем данный актив, который относится к сектору потребительских товаров первой необходимости. Рассмотрим деятельность, рассмотрим финансовые потоки, дивидендную доходность, динамику роста выручки, прибыли, производит ли компания обратный выкуп акций, байбек или же доп. Эмиссию. Посмотрим, растут ли активы, обязательства, акционерный капитал, чистая маржинальность, растет ли свободный денежный поток. Рассмотрим мнение аналитиков, прогнозы самой компании на будущий период. Выясним для себя доходность по данному активу, подходит ли она под стратегию дивидендную или же ростовую, или же рост плюс дивиденды. Посмотрим на график, выясним для себя справедливую стоимость по данному активу и подведем итоги. Итак, друзья, давайте начинать. Компания Costco – это американская компания, один из крупнейших в мире ритейлеров, а основными ее конкурентами являются Walmart и Target. Компания владеет складами самообслуживания клубного типа, и в этом сегменте рынка занимает первое место. Свою деятельность компания осуществляет в США и Пуэрто-Рико, Канаде, Великобритании, Мексике, Японии, Испании, Австралии, а также через дочерние предприятия в Тайване и Южной Корее. Кроме того, Costco открыла по одному магазину в Исландии, Франции и Китае. На сегодняшний день компании принадлежит порядка 795 магазинов складов по всему миру, 552 из которых открыты на территории США и Пуэрто-Рико. Продукция компании включает различные категории товаров. Это продукты питания, закуски, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, чистящие средства, товары для дома, электроника, одежда, обувь, украшения и так далее. Кроме того, компания владеет сетью заправочных станций. Стоит отметить, что у Costco имеется собственный бренд недорогих товаров Kirkland Signature, созданный в 1995 году. Как видно из описания, понятно, чем занимается компания Costco. Помимо того, что у нее есть обширная продукция, она еще и имеет в своей деятельности заправочные станции. Также имеет свой собственный бренд. Давайте теперь разберем компанию по финансовым показателям. В настоящее время мультипликатор P на E равен 32. Это высокий показатель как по самой компании, так и в сравнении с ее прямыми конкурентами, такими как Walmart и Target. А у них этот показатель равен 20-25. По компании Costco данный мультипликатор высокий, и в сравнении с ее историческими параметрами мультипликатора P на E, который равен 27,5 за последние 10 лет. То есть в этом отношении компания несколько перегрета, перекуплена и имеет высокие значения по стоимости. Форвардный мультипликатор P на E идет в сторону уменьшения. Это говорит нам о том, что компания ожидает в будущем периоде увеличения финансовых потоков, прибыли на акцию, увеличения выручки. Это довольно-таки положительный знак. Но и в этом отношении все-таки PE будет еще дороговато, в районе 30. И не будет он равен своим историческим значениям. По мультипликатору P на B, цены к балансовой стоимости, он равен 9,5. Этот параметр также высокий, но и по другим компаниям, которые находятся в этом же секторе, они все перекуплены. У них у всех price to book выше единицы, в районе 5-6. То есть в этом отношении компания, как и отрасль, она выше приемлемых значений мультипликатора P на B. Касаемо мультипликатора P на S, покрываемость капитализации выручкой, она покрывается меньше года, в этом параметре все отлично у компании. Касаемо долгов к собственному капиталу, они равны 70% от капитала, это меньше единицы, в этом отношении все в порядке. Долгов не так много. Ну и стоит отметить, что все-таки наличие денежных средств на счету компании, они с лихвой покрывают долговую нагрузку. Также и операционная прибыль покрывает проценты по платежам по долгам. В этом отношении все в порядке у компании. Касательно маржинальности, да, она низкая. Маржинальность по данному сектору, она у конкурентов тоже примерно 2,5-4%. Рост выручки за последние 3 года из года в год составляет примерно 9%, рост прибыли из года в год за последние 3 года составляет 14%. То есть это нам говорит о том, что растет маржинальность по компании. Это довольно-таки положительный знак. Касаемо динамики роста прибыли и выручки, здесь все в порядке, растут финансовые потоки, растет операционный
денежный поток и свободный денежный поток. То есть по финансовым показателям у компании более-менее все хорошо, она устойчивая, она приносит прибыль, выручку, бизнес понятный, действующий, но все-таки по мультипликатору P на E и P на B все-таки компания несколько дороговато. Давайте посмотрим на дивидендную доходность по данному активу. Див-доходность чуть менее 1%. Значит, ежеквартальные дивидендные выплаты по данному активу. На протяжении 16 лет подряд компания из года в год увеличивает свои дивидендные выплаты. И она стремится к получению статуса дивидендного аристократа. Ей не хватает совсем немножко. Напомню, что 25 лет компания должны платить, ежегодно увеличивать свои дивидендные выплаты, и тем самым они получают статус дивидендного аристократа. За последние 5 лет див-выплаты увеличились из года в год на 12%, и payout ratio равен 28%. Это довольно-таки низкое значение, то есть 28% от прибыли компания направляет на выплату дивидендов. Здесь еще хочется отметить, что помимо ежеквартальных дивидендных выплат, компания Костка вознаграждает своих инвесторов, так скажем, бонусными дивидендными выплатами. А именно в конце 2020 года компания начислила $10 на акцию, так скажем, бонусные дивиденды получили инвесторы. Такие выплаты компания не каждый год, конечно, делает, а примерно раз в 2 года или через год. В 2017 году была похожая ситуация, компания выплатила $7 на акцию в августе месяце, и в 2015 году в начале года порядка $5 на акцию были дополнительные вознаграждения инвесторов. Вот как видно на графике в 2012 году, в 2014, в 2015, прошу прощения, в 2017 году и в 2020 году компания вознаграждает своих инвесторов. Отличный знак, отличная деятельность. В сравнении с компаниями Walmart или Target, они бонусными дивидендами не вознаграждают своих инвесторов, а платят лишь ежеквартальные див-выплаты. Но компании уже Walmart и Target, они являются дивидендными аристократами. Вот, а компания Target уже является дивидендным королем. Она 52 года уже подряд увеличивает свои дивидендные выплаты. В этом отношении компании устойчивые, кризисоустойчивые и стабильные. И компания Костка, повторюсь, что на пути к получению статуса дивидендного аристократа. Давайте посмотрим на динамику роста выручки. Выручка растет. Из года в год растут квартальные показатели по выручке. В этом отношении все в порядке у компании. Растущие финансовые потоки. По чистой прибыли также чистая прибыль растет. Такими же темпами, примерно на 10-15%. Она растет из года в год. Прибыль на акцию также растет. В этом отношении однозначно можно поставить плюсики по данному активу. Что касается обратного выкупа акций buyback или же доп. Эмиссии, то исторически мы видим обратный выкуп акций. Но с 2017 года компания производит доп. Эмиссию. Это небольшой процент, чуть менее 1%, производит доп. Эмиссию. По активам. Активы растут по данному эмитенту, обязательства также растут. В конечном итоге активов больше, чем обязательств. Здесь можно поставить плюсик. По акционерному капиталу он растет довольно-таки существенно. Чистая маржинальность также подрастает. Это довольно-таки позитивный сигнал. Касаемо свободного денежного потока. Денежный поток от операционной деятельности подрастает. Также компания инвестирует в здания, открывает новые здания и расширяет свой бизнес на других континентах. Также она открывает новые заправочные станции, покупает бизнес. И вот, например, в 2020 году больше $1 миллиарда было потрачено на покупку бизнеса. В конечном итоге свободный денежный поток подрастает. Давайте ознакомимся с прогнозами самой компании и с прогнозами аналитиков. По прибыли на акцию она будет подрастать из года в год. Ожидается, что среднегодовая прибыль на акцию будет расти примерно на 8-10%. Также будет подрастать и выручка, и прибыль. И растут дивидендные выплаты, как уже было отмечено ранее. Касаемо мнения аналитиков, аналитики за последние 3 месяца сделали свой прогноз. 18 аналитиков, среди которых 12 поставили покупку, 6 на удержание и 0 за продажу. Позитивную цену выставили аналитики в районе $420. Наименее пессимистичный прогноз $325. Средний консенсус прогноз в итоге $376. Почти 19% рост по котировкам по итогам или в течение 2021 года. Все аналитики высказываются за позитивный рост по данной компании. Касаемо доходности, здесь я поставил доходность за период 3 года с 2018 года в сравнении с индексом S&P 500.
Как мы видим, акции компании Костка с учетом реинвестирования дивидендов и без реинвестирования дивидендов подрастают и опережают индекс. То есть мы можем сказать, что Костка подходит под стратегию рост плюс дивиденды. Теперь давайте посмотрим на справедливую стоимость и на перспективы. Значит, посмотрим на график. В настоящее время цена акции составляет $317 и идет нисходящий тренд. Как мне кажется, цена акции подходит к уровню поддержки в районе $350 будет уровень поддержки, вероятность от которого она может отпрыгнуть вверх и пойти к значениям, которые я поставлю ей на 2021 год. Это $355. То есть в течение этого года она может дойти до этих отметок, если будет показывать растущие денежные потоки и будет позитивной отчетности. Или же может пройти уровень поддержки и уйти вниз в район справедливой стоимости. Это примерно $285. Первый уровень, так скажем, покупок. Справедливая стоимость. Будем, конечно, отталкиваться от рынка в целом, как будет себя вести рынок. И $270 я бы поставил здесь справедливую стоимость, даже стоимость недооцененную, это $270. Ну, посмотрим, как будет себя вести рынок в целом и как будет отчитываться компания. Не так давно, в начале марта компания отчиталась, следующий будет отчет в начале июня. И давайте подведем итоги. По итогам, по мультипликаторам компания набирает 5 баллов из 9. У нее высокая рентабельность, низкий payout ratio, довольно-таки приемлемый 25%, низкие долги и высокий мультипликатор ПНС. Дивидендов, конечно, не такой большой процент, как бы хотелось. Это чуть менее 1%, ниже, чем уровень инфляции в США. Ну и по мультипликатору P/E и Price to Book все-таки компания несколько дороговата. А что касается оценки компании по финансовым потокам, здесь компания набирает 7 баллов из 8 возможных. По всем параметрам у нее плюсики, зеленая зона, все растет, и выручка, и прибыль. Значит, но в последнее время компания производит доп. Эмиссию своих акций. В конечном итоге, мое субъективное мнение, это 7 баллов. Довольно-таки бизнес понятный, он устойчивый, довольно-таки надежный бизнес, кризисоустойчивый. Друзья, я рекомендую вам все-таки разбираться в компаниях, собственно, субъективно разбираться в активах, покупать их, не покупать какие-то ракеты, которые выстрелили, непонятно на чем они растут, какие-то хайповые активы. Да, конечно, можно в моменте заработать хорошие проценты, плюсы, но также можно и потерять. Я все-таки склоняюсь больше к таким активам долгосрочным, покупать компании, которые понятны вам, в которых вы верите, доверяете, которые платят дивиденды, которые еще и ростовые. То есть данные активы, по моему мнению, заслуживают наибольшего внимания. И такие активы, конечно же, я покупаю в свой портфель и вам советую. Друзья, на этом я буду завершать свой ролик. Если вам понравился данный ролик, поставьте лайк, палец вверх и подпишитесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Также напишите комментарии, какой обзор компании в следующих роликах вы хотели бы видеть. Держите ли вы компанию Костка в своем портфеле. Друзья, на этом я буду заканчивать. Всем удачи в инвестициях. Всем пока.